Холла, с вами Джекри. Не так давно релизнули новую часть Данганронпы под названием Данганронпа S Абсолютный летний лагерь. Ну и как главный эксперт по Данганронпе, в сегодняшнем видео я хочу немного разобраться, что же будет в игре, стоит ли ждать ее нам, пекарям без Nintendo, и стоит ли ее брать. Скажу, что это лишь мои спекуляции и догадки, так что верить или нет, решать вам. Официальной даты выхода еще нет, спайки сделали только анонс, видимо на потеху публики. Спасибо, я купился, но объявлено, что выйдет она в этом году, наверное ближе к концу. Начну с некоторых скриншотов, которые уже представлены на сайте Nintendo и есть в трейлерах. По обложке главного меню уже можно понять, что это не будет убийственная игра в стиле Данганронпы 1, 2 или V3, а что-то будет по типу школьной жизни. Нам предстоит собирать фрагменты надежды, как это было во второй игре в V3, и развивать своих персонажей. Основные действия будут происходить на острове Бармаглот или Джабервок, тут уж как вам удобно. Но иногда будут и школьные события. Геймплей будет напоминать нам школьный режим из Данганронпы V3, а именно Ultimate Talent Development Plan. Нам нужно будет кидать кубик, как и там, и выходить на ветку с определенным персонажем. Сюжета тут, конечно, будет куда больше, чем в V3, но все-таки обидно, что геймплей достаточно обыденный, скучный. Надеюсь, будет добавлено что-то новое. Скрины достаточно интересные, выполнены в стилистике Данганронпы, что не мудрено, но качество стало куда лучше, в сравнении с первой и второй игрой так точно, да и даже в сравнении с V3. Также в игре будет сражение с Монокумами, как это опять же было в V3, в подземельях отчаяния. Прокачка будет примерно та же самая за прохождение теста Монокумы, но надеюсь добавят что-то новое. Выбивать персонажей и их карты можно будет так же, как и в Ронпе V3. Опять. Но это не значит, что Данганронпа S это полное повторение школьного режима V3. Тут, помимо новой зоны, огромного количества планирующихся артов, новых бэкграундов, будут и персонажи Данганронпа Ultra Despair Girls. Из этого всего можно сделать вывод, что Данганронпа S это план развития талантов из V3 на максималках, превращенный в полноценную игру с CG, BG, новыми спрайтами. О да, купальники. Игровая доска тоже несколько улучшена. По сравнению с плоской мультяшной доской из V3, доска в Данганронпе S стала 3D-шной, более реалистичной, и по ней наглядно можно понять, в какой точке острова находится персонаж. Если обсудить каждый скрин по отдельности, по крайней мере из тех, что есть, то мы можем увидеть арт Снаггета, который встречает нас во второй игре, но вау, с другой одеждой. Камару и Макото, который, видимо, подкрался к сестре, спорящих Селес и Мио, маму и Сухиро. Интересно, что она забыла среди детей? Монокума все так же будет радовать нас своими шутками, что мы можем увидеть по скриншоту с Чияки и Кокичи. А Рантара и Леон вступят в какой-то дуэт, что намекает нам о соревнованиях на острове, возможно. Акана опять бросается на рожон, видимо история с Накамар во второй игре ее ничему не научила. Ну и мой любимый арт напоследок, арт с Рантара, Саяко и другими персонажами. Видимо на острове будет какая-то ярмарка, японцы ведь любят ярмарки. Помимо этих скриншотов есть еще немного, вот некоторые из них. Теперь насчет доступности. Игра будет эксклюзивом на Nintendo. As a physical exclusive on Nintendo Switch later this year. Хотя, будем надеяться, что спайки еще поменяют свое мнение и выкатят игру в Steam. Не хотелось бы из-за одной игры покупать Nintendo. Если говорить о цене, то скорее всего, учитывая новые цены, варьироваться будет от 2500 до 4000 без скидки. Цена достаточно большая. Но как сообщается, Масафуми Такада сделал 10 новых саундтреков именно для этой игры, так что усладу для ушей точно можно ожидать. Пока что говорится только о двух языках, английском и японском. Русского языка можно не ждать. Спайки не особо любят его добавлять в свои игры, но можно помолиться богу надежды, привет Наггета, и возможно они все-таки одумаются и выкатят русский язык. Было бы интересно увидеть какие-то новые ивенты, которых не было в прошлых играх, но пока что спайки их не анонсировали. Возможно их не будет, а возможно они будут, но пока что это секрет. Но самое главное, здесь есть Джунка и Наггета, так что игра точно не провалится. Ну а пока будем ждать новостей. С вами был Джекри, да пребудет с вами отчаяние.